Ты готов? Да нет же, дядя Фестер, к чему эта улыбка? О, извини. Прояви природное обаяние Адамсов. Понял. Уже лучше. Намного. Ну же, больше мужества. Прелестно. Ну где наша сила? Великолепно. А теперь главное качество – благородство. Потрясающе. Скорее, Гомес, снимай пока все как надо. Сейчас. Внимание! Так держать. Снимаю! Блеск. Семейка Адамс появилась на телеканале ABC в 1964 году в черно-белом формате. Сериал насчитывает 2 сезона, это 64 эпизода. В России сериал впервые показали 3 января 1997 года на только что появившемся телеканале РЕН-ТВ. Так как же появился этот сериал и кто стоит за его созданием, расскажу в этом видео. Начнем с самого начала. В 1938 году в одном из выпусков журнала «Нью-Йоркер» вышла иллюстрация «Продавец пылесосов». На рисунке изображены женщина и мужчина, которые наблюдают за продавцом. Если с женщиной все понятно, и она очень похожа на персонажа Мартишу, а вот мужчина вызывает сомнения. Одни говорят, что это Дворецкий, прообраз Ларча, другие, что это ее муж, прообраз Гомеса. За кем правда сказать сложно. На втором этаже также можно увидеть персонажа, который будет в будущем появляться в рисунках, но о нем чуть позже. Автор рисунка Чарльз Адамс, художник-карикатурист. За всю жизнь он сделал свыше 1000 рисунков, шаржей, комиксов, но в основном он делал одностраничные комиксы про женщину в черном платье. Постепенно к мрачной даме Чарльз начал добавлять других персонажей. У нее появился муж, дворецкий, бабушка, брат, дети. Также он придумал близких и дальних родственников необычного семейства. В 1954 году Чарльз публикует книгу «Домоседы». Это сборник одностраничных комиксов про персонажей странной семейки. В начале 60-х годов эту книгу случайно находит Дэвид Леви, на тот момент уже бывший продюсер телеканала NBC. Увидев в персонажах потенциал для комедийного шоу, Дэвид встречается с Чарльзом и рассказывает ему об идее экранизировать его необычную семью. Чарльзу идея очень понравилась, и он дал свое согласие на экранизацию. Но у Дэвида было пару оговорок. Первое. Чарльз должен был доработать персонаж и добавить им характеры. Второе. Он должен был дать им имена, ведь все это время комиксы публиковались без упоминания имен персонажей. И пока Чарльз не выполнит эти условия, то о сериале не будет идти и речи. Чарльз дал им свою фамилию Адамс и стал думать над именами и характерами. Бытует мнение, что в 1963 году, когда Дэвид ходил по телеканалам, предлагая идею для сериала, он посетил телеканал CBS, где продюсеры выслушали его и отказались от идеи. И через год CBS совместно с Universal выпускает с разницей несколько месяцев свой сериал «Монстры», который очень схож по концепции с сериалом «Семейка Адамс». По другой версии, Дэвид заранее знал о намерении канала сделать комедийный сериал про классических персонажей фильмов ужасов студии Universal. Просматривая эти два сериала, могу сказать, что это два абсолютно разных шоу, и схожести в них нету. 18 сентября 1964 года на телеэкраны выходит первая серия «Семейки Адамс». Режиссером сериала выступил друг Дэвида Нед Перрин, который помогал с пилотным выпуском и организацией съемок. Заглавную музыкальную тему для сериала сочинил композитор Вик Миззи. Кстати, он автор музыки к сериалу «Зеленые просторы». Главу семейства Гомес Адамс сыграл актер Джон Эстин. До этого снимался в рекламных роликах и мало кому был известен. Ходят слухи, что перед съемками пилотного выпуска к Джону подошел Чарльз и предложил на выбор два имени для героя – Репелли или Гомес. Ну а какое имя выбрал Джон, уже и так понятно. Жену Мартишу Адамс сыграла актриса Кэролин Сью Джонс. До сериала снималась в таких фильмах, как «Дом восковых фигур» 1953 года, «Человек, который слишком много знал» 1956 года, «Мальчишник» 1957 года и во многих других фильмах 50-х-60-х годов. «Дядя Фестер»,
Изначально Чарльз задумал этого персонажа как родного брата Мартиши, но впоследствии он переписал персонажа, и Фестер стал братом Гомеса. Роль Фестера получил Джон Уэсли Куган. Он начал свою карьеру с малых лет, снимался в немых фильмах вместе со своим отцом. Также он снялся вместе с Чарли Чаплином в фильме «Малыш» 1921 года. Считается, что Джеки Куган вошел в историю кинематографа как первый в истории ребенок-кинозвезда. Роль бабушки получила актриса 40-х годов Мэри Блейк. Позже она сменила имя на Блоссом Рок. Уэнсдей Адамс сыграла Лиза Лоринг. После сериала играла в малоизвестных фильмах: «Дикая лагуна» 1978 года, «Заледеневший» 1988, «Обратно в китайский квартал» 2014 года. Кен Везервакс. Полное имя Кеннет Патрик Везервакс. Сыграл роль Пагзеля. После съемок в сериале так и не смог стать актером. Закончив учебу, работал на различных студиях и делал декорации для различных шоу. Принимал участие в озвучании анимационного сериала «Семейка Адамс» 1973 года и появился еще раз на экране только в 1977 году в фильме «Хэллоуин семейки Адамс». Верного дворецкого Ларча сыграл актер Тед Кэссиди. Из-за его роста 2 метра и низкого голоса Тед частенько играл в фантастических сериалах и фильмах и принимал участие в озвучивании мультфильмах. Озвучивал Галактуса в анимационном сериале «Фантастическая четверка» 1967 года. Снимался в сериале «Звездный путь» 1966 года. Снялся в фильме «Золото Маккены». Там он играл роль индейца Хачита. Наверное, отдельно стоит рассказать еще о 3 героях сериала. Это рука по имени Вещь. В ранних работах Чарльза можно было увидеть некую фигуру, которая смотрела из-под стен или из-под пола на окружающих. Чарльз очень хотел добавить этого персонажа. Изначально Вещь планировалась как цельное существо. Чарльз описывал Вещь как всегда видная на заднем плане и наблюдающая за семьей, которой было слишком ужасно, чтобы увидеть его вживую. Единственная его часть, которая была сносной, это его рука. От идеи пришлось отказаться из-за сложности с ее реализацией, но задумка понравилась Дэвиду, и он оставил только руку. Кстати, в титрах указано, что роль Вещи играет самого себя. В сериале рука принадлежала Теду Кэссиди. А еще Вещь играл помощник режиссера Джек Воглин. Его рука появляется там, где Ларч и Вещь должны быть вместе. Еще один персонаж, которого добавили в последний момент, это существо, которого зовут Кузен Ит. Вопреки мнению кузена Ита не придумал Чарльз, его придумал и добавил Дэвид перед самым началом съемок. Поскольку Ит был создан специально для сериала, иллюстрации персонажа Чарльз стал делать после дебюта шоу. В костюме косматого существа был актер Феликс Сила. Из-за его небольшого роста актера часто приглашали на съемки играть в различных костюмах. Он появлялся в таких фильмах, как «Галгамет» 1996 года, «Бэтмен возвращается» 1992 года, «Космические яйца» 1987 года. Также был в костюме Эвока в «Звездных войнах» эпизод 6. Кузен Ит говорит голосом режиссера Нета Перрина. Тот записывал на магнитофон всякую чушь, а потом проигрывал ее задом наперед на большой скорости. И последний главный персонаж сериала, а точнее место действия почти всех событий, это особняк семьи Адамс. История появления этого дома случилась почти за год до появления сериала. В 1963 году на экраны выходит ремейк фильма 1932 года «Старый мрачный дом». Чарльза попросили сделать иллюстрации к фильму. На заднем фоне постера и в начальных титрах фильма можно увидеть знакомые очертания дома. А еще в начале фильма появляется большая косматая рука. Это, кстати, отсылка на Вещь. При работе над рисунком дома Чарльз вдохновлялся старыми корпусами Пенсильванского университета, в котором он учился. В итоге получился особняк в викторианском стиле. Но в самом фильме не был показан общий вид дома. Чарльз и Дэвид взяли рисунок дома, сделали макет и перенесли его в сериал. Еще из фильма были взяты некоторые детали помещений, таких как лестница, холл, подвал. «Семейка Адамс» – необычный, полным черным юмором сериал, чем привлекает к себе внимание зрителя. И спустя почти 60 лет с момента выхода первой серии сериал неплохо смотрится. Это была история о создании сериала «Семейка Адамс». Увидимся в сезоне.